Сегодня я бы хотела поговорить об апейроне. Апейрон – это слово, означающее буквально отрицание предела, беспредельное, бесконечное, неопределенное. Еще его можно рассматривать как принцип, который не имеет ни начала, ни конца. Также можно сказать, что апейрон – это понятие древнегреческой философии, введенное Анаксимандром, означающее неопределенное, беспредельное, бесконечное первовещество. Апейрон у Анаксимандра является основой мира и существует в вечном движении. Апейрон – это бескачественная материя. Все возникло путем выделения из апейрона противоположности, например, горячее и холодное. Согласно Александру Афродизийскому, апейрон – это нечто промежуточное между воздухом, водой, огнем и землей. Сторонники пифагореизма называли апейроном беспредельное бесформенное начало, которое вместе с противоположным ему пределом является основой сущего. Некоторые историки философии, возводящие происхождение материализма к древнегреческим мыслителям, указывают, что понятие апейрон стало одним из первых выражений для идеи неопределенной субстанции, в дальнейшем приведшей к возникновению философского понятия материи. При этом выделяются две линии материализма. Первая – атомистическая, возводимая к Демокриту, согласно которой материя дискретна, состоит из конечных определенных атомов, являющихся пределом делимости вещества. Необходимо указать, что дискретность – это свойство, противопоставляемое непрерывности, прерывистость. Вторая, возводимая к Аристотелю, согласно которой материя есть сплошная неопределенная протяженность, потенциально делимая до бесконечности. При учете такого разделения понятие апейрон оказывается действительно в некотором смысле предшественником аристотелевского определения материи. Плюс также можно сказать, что апейрон понимался, например, Аврелием Августином как нечто вроде первозданного хаоса. Указывалось, что он сочетает в себе свойства обоих полюсов, такие как тепло, холод, сухость и влажность, и управляет движением вещей, порождая все, множество форм и различий, которые появляются в мире. И существует несколько другое определение и понимание. Самая известная, предположительно, буквальная передача одного отрывка Анаксимандра, здесь конкретно я сразу рассматриваю первый отрывок, в котором апейрон описывается как начало и конец всех материальных явлений, приписывается историографу Симплицию. По его словам, в отрывке указывается следующее. Начало становления и конец исчезновения существующих вещей сущего – это апейрон. Из него происходит становление существующих вещей сущее, в которое попадают их преступления, проступки в соответствии с их виной, ибо они воздают друг другу справедливое наказание и покаяние за свою несправедливость, неправедность в соответствии с порядком времени. Симплиций также определяет его, подобно Аристотелю, как начало и элемент существующих вещей. Перевод слова апейрон как принцип и элемент впоследствии используется и многими другими. На сегодняшний день до сих пор в исследованиях не было общепринятой общей интерпретации этого отрывка. Современные интерпретации широко согласны с тем, что отрывок Анаксимандра в основном касается описания естественных процессов. Эти процессы обратимы и повторяются бесконечно. Возможно, что Анаксимандр также относил это повторяющееся возникновение и исчезновение к космосу. Вольфганг Шадевальд объяснял, что термин «несправедливость, неправедность» Анаксимандр использовал для обозначения общего явления. Мы повсюду наблюдали, как одно живое существо живет за счет смерти другого, как многое существует за счет другого. Вода разъедает и уносит землю. Земля снова ограничивает и отталкивает воду, жидкость испаряется под воздействием тепла. Таким образом, Анаксимандр считал становление и исчезновение порядком всей жизни. В общем, если метафизически сформулировать, данные мысли Анаксимандра привели его к объяснению порядка бытия. Апейрон занимает центральное место в космологической теории, созданной Анаксимандром, греческим философом, досократиком, чьи работы в основном утрачены. Из нескольких существующих фрагментов мы узнаем, что он верил в то, что начальная или конечная реальность, то есть архе, первопричина, основание, вечно и бесконечно или безгранично апейрон, не подвержена ни старости, ни разложению упадку, которая постоянно дает новые материалы, из которых происходит все, что мы можем воспринимать. Апейрон породил противоположности, горячее, холодное, влажное, сухой и так далее, которые повлияли на сотворение мира. Здесь в данном контексте можно прийти к философии Гераклита. Все порождается из апейрона, а затем уничтожается путем возвращения в апейрон, в соответствии с необходимостью. Анаксимандр верил, что бесконечные миры порождаются из апейрона, а затем снова уничтожаются в нем.
На его идеи повлияла греческая мифическая традиция. Его учитель Фалес Милецкий. В поисках некоего универсального принципа Анаксимандр сохранил традиционное религиозное предположение о существовании космического порядка и попытался объяснить его рационально, используя старый мифический язык, который приписывал божественный контроль над различными сферами реальности. Этот язык больше подходил обществу, которое могло видеть богов повсюду. Следовательно, первые проблески законов природы сами по себе были выведены из божественных законов. Греки верили, что универсальные принципы могут быть применены и к человеческим обществам. Слово «номос», закон, возможно, первоначально означало естественный закон, а позже использовалось для обозначения закона, созданного человеком. Греческая философия достигла высокого уровня абстракции. Она приняла апейрон как источник первоначала всех вещей, потому что он совершенно неопределим. Это, по сути, переход от ранее существовавшего мифического образа мышления к более новому рациональному. Сдвиг в мышлении был связан с новыми политическими условиями в греческих городах-государствах. В мифической греческой космогонии Гесиода первым изначальным богом является хаос, который представляет собой пустоту или пробел. Хаос описывается как пропасть, либо между Тартаром, Тартар древнегреческой мифологии глубочайшая бездна, и поверхностью Земли, интерпретация Миллера, либо между поверхностью Земли и небом, интерпретация Корнфорда. А можно назвать это также бездной, не имеющей дна. С другой стороны, философ Фалес Милецкий верил, что источником или первоосновой была вода. Ферикид Сирский, вероятно, называл воду хаосом. В ближневосточных историях о сотворении изначальный мир описывается бесформенным и пустым. Единственной вещью, существовавшей до сотворения, была водная бездна. Вавилонский космогонический миф, описывающий возвышение Мардука, сына чистого неба, или сына мирового холма, из ранга младших богов, его борьбу с Тиамат, женское олицетворение воплощения первобытного океана хаоса и обустройства мира, Энума Элиш, описывает раннюю стадию Вселенной как водный хаос, и нечто подобное описано в книге «Бытия». В индуистской космогонии, которая похожа на ведическую Хиранья-Гарбха, в индуизме золотой зародыш, плавающий в космических водах и давший начало жизни, первоначальным состоянием Вселенной была абсолютная тьма. Гесиод сделал абстракцию, потому что его изначальный хаос – это пустота, нечто совершенно неопределенное. По его мнению, происхождение должно быть неопределенным. Неопределенность носит пространственный характер, как у Гомера, неопределенное море. Фрагмент Ксенофана Колофонского показывает переход от хаоса к апейрону. Верхний предел Земли граничит с воздухом, нижний предел простирается до безграничного, беспредельного, то есть до апейрона. Либо апейрон означал пространственно неопределенный, подразумевался как неопределенный по своей природе, либо Анаксимандр подразумевал под ним прежде всего то, что неопределенно по своей природе, но предполагал, что оно также имеет неограниченную протяженность и продолжительность. Возможно, на его идеи оказали влияние пифагорейцы. Греческая философия вышла на высокий уровень абстракции, сделав апейрон принципа всех вещей. Некоторые ученые увидели разрыв между существующим мифическим и новым рациональным образом мышления, рационализмом. Но если мы проследим за ходом мысли, то увидим, что здесь нет такого резкого разрыва с предыдущей мыслью. Основные элементы природы – вода, воздух, огонь, земля, из которых, по мнению первых греческих философов, состоял мир, на самом деле представляют собой мифические изначальные силы. Столкновение этих сил породило космическую гармонию, согласно греческой космогонии и согласно Гесиоду. Анаксимандр заметил взаимные изменения между этими элементами, поэтому он выбрал что-то другое, неопределенного вида, которое могло порождать другие, не испытывая никакого распада. Есть также фрагмент, приписываемый его учителю Фалесу Милецкому. Что есть божественное? То, что не имеет ни начала, ни конца. Это, вероятно, привело его ученика к окончательному решению в пользу апейрона, потому что божественность, применяемая к нему, подразумевает, что он существовал всегда. Понятие временной бесконечности было знакомо греческому разуму с глубокой древности, в религиозной концепции бессмертия, и описание Анаксимандра было в терминах, соответствующих этой концепции. Этот первопринцип, архе, называется вечным и нестареющим. Апейрон обычно понимался как своего рода первичный хаос. Он действует как субстрат, поддерживающий такие противоположности, как горячее и холодное, влажное и сухое, и направляет движение вещей, благодаря чему возникло множество форм и различий, которые встречаются
в мире. А эти приводят следующую цитату, отрывок. Здесь конкретно я сразу рассматриваю второй отрывок. «Все порождается из Аперона, и там происходит разрушение. Порождаются бесконечные миры, и там они снова разрушаются». И он говорит, Анаксимандр, почему это Аперон? Потому что только тогда зарождение и распад никогда не прекратятся. Фридрих Ницше утверждал, что Анаксимандр был пессимистом и что он рассматривал все происходящее как незаконное освобождение от вечного бытия, как ошибку, зло, за которое или которое разрушение и уничтожение является единственным наказанием. В соответствии с этим мир отдельных определенных объектов должен погибнуть, раствориться в неопределенном, поскольку все определенное в конечном итоге должно вернуться в неопределенное. Его идеи оказали большое влияние на многих ученых, включая Мартина Хайдеггера. Вернер Гейзенберг, известный своим вкладом в фундамент квантовой механики, пришел к идее, что элементарные частицы следует рассматривать как различные проявления, различные квантовые состояния одной и той же изначальной субстанции. Макс Борн назвал это апероном из-за сходства с изначальной субстанцией, предложенной Анаксимандром. Ученые в других областях, например, Бертран Рассел и Сесил Моррис Боура, не отрицали, что Анаксимандр был первым, кто использовал термин «аперон», но утверждали, что таинственный, загадочный фрагмент имеет дело с равновесием противоположных сил, как центральной составляющей реальности, что ближе к цитате, переданной Симплицием. Существуют и другие интерпретации. Аперон – это абстрактное, пустое нечто, что не может быть описано в соответствии с греческим пессимистическим представлением о смерти. Смерть означала ничто. Мертвые живут как тени, и возврата в реальный мир нет. Все, что порождено апероном, должно вернуться туда в соответствии с принципом генезис-распад. Существует полярное притяжение между противоположностями генезис-распад, высокомерие, справедливость. Само существование несет в себе вину. Идея о том, что сам факт существования несет в себе неизлечимую вину, является греческой, и любой, кто утверждает, что превосходит этот факт, совершает высокомерие или проявляет самонадеянность, и поэтому он становится виновным. Первая половина VI века – это период большой социальной нестабильности в Милете, городе-государстве, где живет Анаксимандр. Любая попытка превышения излишеств приводит к преувеличениям, а каждое преувеличение должно быть исправлено. Все это должно быть оплачено в соответствии с долгом. С течением времени вещи отдают справедливость должное друг другу. Справедливость должна уничтожить все, что рождается. Нет никаких внешних пределов, ограничений, которые могли бы ограничить деятельность людей, кроме разрушения. Высокомерие является выражением хаотического элемента человеческого существования и в некотором смысле частью восстанавливающего механизма порядка, потому что подталкивание его к усилиям приводит к разрушению, которое также является восстановлением. Мы можем предположить, что противоречие в различных интерпретациях объясняется тем, что Анаксимандр объединил два различных образа мышления мысли. Первый, имеющий дело с апероном, является метафизическим и может привести к монизму, в то время как второй, имеющий дело с взаимными изменениями и балансом противоположностей, как центральным элементом реальности, является физическим. Тот же парадокс существовал в греческом образе мышления. Греки верили, что каждый человек обладает безграничными возможностями, как в мозге, так и в сердце. И это мировоззрение призывало человека жить на пике, пределе своих сил. Но есть предел его самым бурным, неистовым амбициям, что высокомерие и несправедливость могут нарушить гармонию и равновесие. В таком случае правосудие, справедливость уничтожит его, чтобы восстановить порядок. Эти идеи очевидны у более поздних греческих философов. Филолай упоминает, что природа составляла и составляет мир из безграничного и ограниченного. Все, что существует в мире, содержит безграничное аперон и ограниченное. О чем-то подобном упоминал и Платон. Ничто не может существовать, если оно не содержит постоянное и одновременно ограниченное и неограниченное, определенное и неопределенное. Некоторые доктрины, существующие в западной мысли, все еще передают некоторые из первоначальных идей. Бог предопределил, что все люди умрут. Смерть – это общий долг. Греческое слово «адикия» – несправедливость, передает представление о том, что кто-то действовал за пределами своей сферы, не уважая интересы ближнего, следовательно, он совершал гордыню.
У других философов были другие теории Аперона. Для пифагорейцев, в частности для Филовая, Вселенная начиналась как Аперон, но в какой-то момент она вдохнула пустоту извне, наполнив космос пустыми пузырями, которые разделили мир на множество различных частей. По мнению Анаксагора, первоначальный Аперон начал быстро вращаться под управлением богоподобного Нуса или Ноуса разума. И огромная скорость вращения привела к тому, что Вселенная распалась на множество фрагментов. Поскольку все отдельные вещи произошли из одного и того же Аперона, все вещи должны содержать части всех других вещей. Это объясняет, как один объект может быть преобразован в другой, поскольку каждая вещь уже содержит все другие вещи в зародыше. Думаю, на этом все. Всего доброго.